Всем добрый день! Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Astrology и Тарот. И это Таро-прогноз для знака зодиака Овен на декабрь 2022 года. Вы можете смотреть это видео не только если у вас Солнце, но еще и Луна, Асцендент, стелиум планет в знаке зодиака Овен. И я буду делать прогноз на колоде Нефертари, а также сегодня оракул Декамерон и Moonology. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет всех овнов в декабре 2022 года? Посмотрим. Первая карта. Это карта Луна, которая выпадает в секторе партнерства. И, конечно, это может говорить об изменении вашего отношения к вашему партнеру, а также к себе. Карта Луна, старший аркан, и здесь, в этой колоде, такая двойственная позиция, то есть вы не уверены в чем-то, возможно, вы не уверены в человеке, с которым вы сейчас встречаетесь, либо даже это ваш муж или жена, а может быть, вы сами не уверены в себе, что хватит ли у вас достаточно терпения, чтобы сохранить эти отношения, или хотите ли вы вступать в отношения. Может быть, у вас есть какие-то внутренние страхи, которые вызывает у вас ваш партнер. Здесь может быть очень много вариантов. Даже, наверное, не исключаю такого, что у кого-то может быть 2 партнера, вы не можете выбрать между ними, или вы боитесь, что вы совершаете какую-то ошибку в ваших отношениях, по отношению к вашему партнеру, или ваш партнер заставляет вас бояться чего-то, чувствовать себя некомфортно, потому что Луна — это такие эмоции очень глубокие, какие-то внутренние страхи. Часто, показывает этот оракул. Но мы посмотрим сейчас все карты, прежде чем делать конкретные выводы, потому что здесь мы еще будем говорить о партнерских отношениях. И вот, пожалуйста, карта Иерофант во 2 секторе. Во-первых, эта карта, конечно, связана с работой, с заработками. И здесь на ваши заработки может влиять какой-то мужчина, это может быть начальник, а может быть даже вообще в целом государство, государственная система. Это большие деньги с банки, да. Может быть, это, кстати, дела, связанные с банками, с какими-то финансовыми организациями, что-то, что, может быть, даже не зависит от вас. И здесь вам тоже нужно будет действовать очень осторожно, может быть, даже эти 2 карты связаны, потому что вы боитесь чего-то. Может быть, ваш партнер станет... может быть, эти вообще деньги, заработки, финансы как-то связаны с вашими партнерскими отношениями. Либо вы, либо ваш партнер найдет другую работу. Ради работы нужно оформить ваш брак, пожениться, да, или наоборот, допустим, чтобы оформить какую-то недвижимость, бизнес на себя, вы должны развестись или там доказать какие-то государству, что у вас нет, допустим, какой-то, что вы не прописаны где-то, да, что у вас нет какой-то недвижимости, вы должны развестись со своим партнером, даже такое может быть у кого-то, да, у некоторых людей. И либо оформить отношения, это как я вариант даю. В секторе общения здесь у нас, да, и поездок, контактов, 6 динариев. И, в общем-то, это неплохая карта. Может быть, вы собираетесь купить какое-то средство связи, либо просто ваша работа, ваша деятельность как-то, может быть, будет зависеть в декабре от того, насколько вы общаетесь с людьми. Может быть, вам придется куда-то съездить в поездку, или даже не обязательно, что придется, но будут ходить такие разговоры, что вас отправляют в командировку. Либо еще у кого-то это может быть связано с средствами транспорта. То есть, возможно, вы будете искать какие-то дополнительные финансы для того, чтобы либо отремонтировать, либо купить какой-то автомобиль или другое средство связи. 6 динариев – это такая карта, когда мы уже готовы к чему-то, к какому-то разговору, к какой-то покупке, к принятию какому-то решению. У кого-то это может быть переезд, либо выбор другого места жительства. Но еще что-то нас задерживает, то есть... Возможно, самые главные события, да, по вот этому сектору контактов, периода общения, коммуникации произойдут не в декабре, но в декабре вы определенно будете готовиться к чему-то. Это может быть вы, допустим, делаете загранпаспорт себе, либо покупаете какой-то тур, либо думаете, выбираете, куда вам стоит поехать, выбираете транспортное средство, выбираете компьютер, телефон.
Это не то чтобы карта выбора, а подготовки, да, то есть вы имеете определенные средства для того, чтобы потратить их, может быть, на образование, может быть, эти средства вы получите от кого-то, и вы тоже можете ждать, как бы вы знаете, что эти деньги к вам могут прийти, и вот именно почему-то вы можете как захотеть потратить их именно на средства связи, на какую-то информацию, на какие-то поездки. В самом высоком секторе карьеры выходит карта девятка мечей. И я думаю, что это тоже говорит о некоторых переменах. Будете сожалеть относительно какой-то вашей цели в жизни. Может быть, к вам придет осознание, что вы не достигнете каких-то высот, которые вы стремились к чему-то. И вот здесь у нас тоже выходила карта Иерофант. И эти карты, конечно, могут быть связаны, потому что эти оба сектора могут отвечать за вашу дальнейшую работу, за продвижение. Что здесь может быть? Вы можете лишиться работы по моральным соображениям. Но это, конечно, в самом негативном ключе у кого-то, да, не обязательно у всех. Может быть, действительно, вам придется признать, что кто-то из коллег более достойный этой должности, или что вы просто не можете выполнять такую работу, что вам ради этого нужно отказаться от каких-то ценностей, либо не знаю, что вас могут просить сделать на работе, да, это, может быть, что-то, что вам не нравится, это не соответствует вашим внутренним религиозным у кого-то убеждениям. Это может быть не совсем связано с вами, так как 10-й сектор – это высокий сектор, показывает вышестоящих людей, либо ваша организация переформировывается, у вас будет теперь другое начальство, другой какой-то орган, который над вами будет, и вы тоже сожалеете по этому поводу. Может быть, кто-то уходит на пенсию, и тоже не очень-то хотелось этого сейчас, но вот именно в декабре придет какая-то новость, что, возможно, вас попросят выйти на пенсию или по каким-то другим причинам, да, что-то в работе будет не совсем так, как вы ожидали. А также еще эта карта, наверное, не рекомендует вам совершать какие-то серьезные сделки с недвижимостью. Может быть, это касается ремонта. Если вы начали ремонт еще раньше, то по девятке мечей вы можете переживать относительно ремонта. Может быть, вам не дается закончить ремонт к Новому году, да, или что-то больше, может, каких-то средств на это требуется. Что-то, в общем, вас заставляет переживать относительно места того, где вы живете. Все-таки вот здесь, я думаю, что вместе с картой Иерофанта это очень может означать то, что что-то более как-то в широком смысле. И вот хочется сразу открыть эти две карты. Здесь у нас король кубков и жезлы. И потому что Иерофант, все-таки, как я говорю, это показатели каких-то вышестоящих органов, и здесь такие карты выходят, которые, связав вместе, можно вот предположить такое, что что-то, возможно, даже не связано лично с вами, а в целом это перемены какие-то происходят. 5-й сектор, 5-й, 11-й сектор тоже сектор общения. Здесь у нас хорошая карта выпадает, король кубков. Это карта для тех, у кого нет партнера, да, и те люди, которые находятся в поиске, может ожидать знакомства, либо отношения с каким-то мужчиной стихии воды. То есть это может быть рак, рыбы, скорпион, либо у него в гороскопе будет какой-то стелиум планет в водных знаках, он будет такой, но это может быть еще не обязательно рыба, это еще может быть весы, например. То есть человек такой несколько деликатный, который знает, что сказать, как вам подойти, да. И здесь у нас уже выходила карта Луна, которая тоже относится к водной стихии, но условно говоря, да. И вот будьте осторожны, потому что этот ваш новый знакомый, ваш партнер романтический, для кого-то любовник, может быть несколько таким человеком, который знает, как манипулировать. Вы можете быть не одна женщина у него, да, потому что он наслаждается вот этим состоянием влюбленности, он быстро влюбляется, он очень подвержен каким-то эмоциям, но в то же время он может заставить вас чувствовать не только приятные, но еще какие-то отрицательные эмоции, чувство тревоги какое-то может вызывать у вас, не у всех, но у многих. А также еще этот кубковый король может означать какие-то, например, у вас есть старший сын, и у сына появятся дети,
либо, может быть, внук у кого-то, да, победит в каком-то конкурсе, займется каким-то новым творчеством, как-то представит свои работы, да, ваш ребенок, и вот порадует вам, то есть он будет, он повзрослеет определенно, потому что король кубков это то, когда вы видите в вашем ребенке появились такие интересные качества. Он стал более чувствительным, он стал видеть, замечать мир. Может быть, он, если это мальчик, он замечает других девочек, он, может быть, первый раз влюбился в кого-то и проявляет определенно какие-то творческие, креативные способности. И вы вот это заметите в вашем ребенке в декабре. Так что интересная карта. А самый 12-й, самый важный, я хотела сказать, сектор 12-й, 6-й, да, это как раз-таки не очень такой он здесь благоприятный. Ну и да, и нет, потому что это 9 жезлов. И здесь мы видим зайца, который убивает змею, по крайней мере, он как-то так прижимает ее. А 12-й сектор связан с подсознанием, глубокими мыслями, чувствами какими-то, которые мы даже иногда боимся себе в чем-то признаться. И вот здесь, наверное, эта карта все-таки благоприятная, потому что вы сможете победить какие-то свои внутренние страхи. Может быть, был у кого-то страх обратиться к врачу, пройти обследование, либо решиться на какую-то операцию. И вот как раз-таки в декабре вы почувствуете в себе какие-то внутренние силы, потому что жезлы – это карта огня, да, это карта силы, решимости. И вы почувствуете в себе вот решимость наконец-то перестать переживать по каким-то вопросам. Может быть, это будут вопросы как раз-таки связанные с вашей дальнейшей какой-то судьбой, с вашей работой, родиной, да, вот для некоторых. Поэтому я думаю, что в данном секторе эта карта благоприятная, она показывает победу над страхом, победу над своими отрицательными какими-то подсознательными убеждениями. Ну и, конечно, еще эта карта может говорить о том, что окружающие ваши недоброжелатели какие-то будут тоже повержены вами, и вы, возможно, наконец-то погасите какие-то определенные долги, выйдете из круга какого-то порочного, может быть, вам не нравилась работа в каком-то коллективе, там были не очень благоприятные люди, коллеги, и вот вы, наконец-то, как-то их приструните, и у вас, в общем, будет силы для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, да, если она у вас была не очень благоприятна. Может быть, это силы для того, чтобы наконец-то сесть на диету, отказаться от вредных привычек, не накрывать большой стол на Новый год, да, для того, чтобы все-таки проявить вот эту силу воли и оставаться в здоровом теле и в здоровом духе. Давайте еще посмотрим, что нам скажут карты из колоды Декамерона. Особенно очень интересно прояснить вот это, да, 10-й, 4-й, 10-й сектор, что здесь в дальнейшем вас ждет. Вообще 9 мечей, здесь вот эта карта и в египетской мифологии смерть, это ведь не конец, да, то есть смерть и возрождение. Но, конечно, в каком-то плане, когда у нас происходят какие-то перемены, мы всегда воспринимаем их тяжело. В нашей голове пока еще не укладывается вот эта новая жизнь, которая нас ожидает, да, потому что мы все еще думаем о том, что произошло старом, да, или, может быть, боимся того, что уже близко наступает. Итак, карта Декамерон, что здесь можно прояснить? Конечно, эти карты, они могут отвечать на все вопросы, но я бы любила спрашивать насчет отношений, но давайте спросим все-таки, что здесь могут они сказать по поводу 10-го сектора. Это рыцарь чаш и 4 пентаклей. Но видите, вот здесь, скорее всего, как я бы трактовала эти карты, это боязнь перемен. То есть у вас есть какой-то определенный устой жизненный, да, режим, да, ваша работа, ваши коллеги, ваше начальство, ваше место жительства, наконец, да, и ваша страна. У вас есть определенные, да, дела, которыми вы занимаетесь постоянно, а здесь, по этим картам, может быть такое, что приходится что-то менять в своей жизни. И вы это понимаете, но еще не можете принять. 4 пентаклей – это какие-то устоявшиеся отношения. Рыцарь-паж – это как раз-таки, рыцарь-чаш – это как раз-таки какое-то будущее, которого мы ждем, мы ожидали чего-то, да, но этого так и не произошло, потому что наши ожидания были больше, чем какие-то трезвые мысли насчет этого, да, то есть вот эта пара, она едет к какому-то далекому замку, на пути здесь змея,
И мы можем делать вывод, что вроде бы они счастливы, они едут, но путь этот не совсем... Во-первых, он еще долгий, да, во-вторых, на этом пути подстерегает их много опасностей, и вот этот запал эмоций, который у них был, потому что это все-таки ресерчаж, он постепенно проходит, да, он зависит от того, насколько длинна эта дорога, не каждый может выдержать этот путь. Возможно, вы боитесь отказаться от чего-то, что у вас уже есть по 4 пентаклей, да. Может быть, это отношение, кстати, тоже может быть, да, потому что эти карты все-таки связаны, карта партнерства, и этот сектор показатель мужа или жены. И вот здесь вы боитесь, что вам придется менять вашу обычную жизнь, когда вы уже расходитесь. И, конечно, первое время, да, наверное, развода какое-то очень тяжелое, и вы должны попрощаться со своей прошлой жизнью. Сейчас у вас дела пойдут по-другому, и вам нужно построить новый распорядок дня, жизни, и все вот это очень взаимосвязано. Поэтому у овнов могут быть даже такие перемены, которые будут даваться вам не совсем просто. И давайте посмотрим колоду Moonology, что скажет для овнов. Может быть, это будет какой-то совет или дополнение. Бальзамическая луна. Новая луна, затмение. Очень интересные карты вышли. Ну, что здесь можно сказать? Ну, во-первых, бальзамическая луна, время для исцеления, да, как бальзам на душу. То есть здесь вот у нас уже и выходила карта Луна, здесь опять вышли такие карты очень серьезные, я бы сказала. Луна — это какие-то подсознательные все-таки страхи, переживания, которые, конечно, да, могут быть связаны с вашими обычными повседневными делами, с вашим партнером у многих. Но по новой луне в затмении, да, вот по этой карте я могу сказать, что перемены, конечно, неизбежны, просто вам их трудно принимать сейчас. Тем более в ноябре прошли перемены, прошли затмения, то есть на оси Телец-Скорпион, и для многих овнов это, конечно, могли быть непростые перемены, потому что это затрагивало ваш 2-й, 8-й сектор, как раз-таки вот этот сектор, где у нас вышла карта Иерофант. И для многих это были перемены в сфере работы, в сфере заработка как вашего, так и вашего партнера. Может быть, кто-то занимается вопросами наследства, какими-то юридическими вопросами. И вы переживаете, да, как сложится дальше ситуация, как дальше у вас будет с работой дела обстоять. Может быть, у кого-то работа зависит от вышестоящих структур, где происходят какие-то перемены. Сейчас время перемен, которые мы особенно сильно ощутим уже с января 2023 года. И здесь, конечно, овны не исключение. Но по карте бальзамическая луна и по новой луне затмение — это все-таки не время для каких-то активных действий. Здесь ваш разум несколько затуманен переживаниями, поэтому я могу посоветовать вам по этим картам все-таки успокоиться, насколько это возможно, и не форсировать события, потому что здесь даже на карте написано время для исцеления. То есть, может быть, вам стоит заняться какими-то своими духовными практиками, как-то улучшить свое здоровье, больше находиться в гармонии с собой, искать вот эту гармонию в себе. Может быть, там заняться какими-то процедурами. Поэтому интересно очень, да, у кого в каких сферах будут перемены здесь у овнов. Но я хочу еще дополнить, что все-таки в декабре ваш 12-й дом овны войдет в знак зодиака Рыбы, войдет Юпитер. Эта планета будет проходиться по этому знаку зодиака последний раз в эти 12 лет, в ближайшие 12 лет. А для вас знак зодиака Рыбы — это 12-й сектор гороскопа, который как раз говорит о внутренних страхах, о времени, когда вам нужно перезарядить батарейки, да, когда нужно... У вас будет возможность для того, чтобы почувствовать себя лучше, повысить свою энергию, свое здоровье, открыть для себя какие-то новые знания, может быть, о своем теле, о своем подсознании. Кто-то, может быть, обратиться к психологу. Или кто-то до этого, да, обращался к каким-то магам, целителям, психологам, слушал расклады. И вот сейчас как раз, когда Юпитер последний раз, ноябрь-декабрь, будет проходить по знаку зодиака Рыбы, вы почувствуете эффект от того, насколько вы нашли вот эту гармонию с собой. И вот как раз-таки по этой карте 9 жезлов вы сможете наконец-то победить какие-то страхи в себе.
Это просто прекрасно, дорогие опытные. Поэтому я желаю вам всего самого лучшего, всего самого замечательного в декабре и вообще в наступающем новом году. Обязательно напишите под этим видео, что вы принимаете все самое лучшее, что вы услышали в этом раскладе. И до встречи на моих новых видео для вас. Всем пока!